Привет! В этом видео мы разберем 5 ложных причин, которые женщина озвучивает тебе в момент ухода. Почему не стоит доверять этим фразам? Что они означают? Я открою тебе настоящую правду. Она одна. А также в конце видео я дам 3 простых шага для того, чтобы твоя девушка снова начала смотреть на тебя влюбленными глазками. И, конечно же, никуда не ушла. Давайте с этим разбираться, парни. Ты мало уделял мне внимания. У тебя никогда на меня нет времени. Очень часто подобные фразы можно услышать от женщины, когда в момент ухода, когда просто нечего сказать, просто нет аргументов. Данная фраза служит оправданием себя, своего поступка и причиной для тебя, чтобы ты тоже понимал, в чем причина, и не думал, что она бросила тебя, потому что она какая-то плохая. Почему эта причина ложная и почему не стоит ей доверять? Вспомни себя в начале отношений с этой девушкой. Уделял ли ты ей много внимания? По-моему, нет. Наверняка ты где-то и подзабивал на нее. Долго не звонил, не проявлял инициативы. Над отношениями трудилась она вкладывалась, она инициировала встречи, она звонила, она форсировала события. Если причина в том, что ты мало уделяешь внимания, почему она не ушла тогда, в начале отношений? Уже не стыкуется, да? Хорошо. Ты много уделял ей внимания? Предположу, что ваши отношения не протянули и года. Вы не вылезали из постели. 24/7 были вместе. А в перерывах гуляли в парке, за ручку. Потом снова в постели. Потом через неделю или 2 у вас произошло какое-то недопонимание. Какая-то мелочь. Но ты не придал этому значения. А через месяц женщина сказала, что мне нужно подумать. Мне нужно разобраться в себе. Я не уверена в своих чувствах. Почему? Потому что эти отношения, которые базировались на страсти, они формируют в мужчинах, в эмоционально податливых, инфантильных, которые поддаются этой страсти. Они формируют особое поведение, которое обуславливается избытком внимания. Тебя много. Когда тебя много, ты приедаешься. И ценность тебя как человека, как мужчины, ценность ваших отношений для женщины начинает довольно быстро угасать. Так же быстро, как и появилась страсть. Это замкнутый круг. Поэтому недостаток внимания не является причиной ухода женщины. Это является всего лишь оправданием для нее потери чувств, которые она сама себе объяснить не может. Ты перестал развиваться. Это вторая ложная причина, ложная фраза, которую ты можешь услышать от женщины в момент ухода. Она базируется на такой теме, как финансы, перспектива и все в этом роде. Стоит заметить, и это очень важно, что когда женщина объявляет именно эту причину, на горизонте уже есть другой, более перспективный, более ресурсный. Это нужно держать в голове. Да, есть женщины, которые нацелены изначально на это. Она именно по этим критериям выбирает мужчину. Но большинство женщин, и даже эти, оценивают твой статус не по каким-то твоим действиям во внешнем мире. Не потому, что ты там чего-то добиваешься по карьерной лестнице или в бизнесе. А по твоему статусу в ваших отношениях, в вашей семье. По твоей способности быть сильнее, чем она. Именно это для нее является основой. Да, перспектива важна, да, ресурсы важны, но первично твоя сильная позиция и твой доминирующий статус. Ты должен быть сильнее, чем она. Точка. Что? Я слышу какое-то недоверие. Возможно, ее токсичная подруга говорила тебе, что мужчина должен зарабатывать минимум 500 тысяч в месяц. Но, поверь мне, у каждой подобной подруги есть какой-то Петя на девятке, который ее в грош не ставит, от которого она ждет звонка и по выходным летит к нему на крыльях любви и дарит ему незабываемые ночи, вкладывается и готовит завтраки. Да, мужчина должен. Но вот у нас с Петей особая ситуация, у нас любовь, ты понимаешь. Третья фраза. Я не посудомойка, а женщина. Данная мысль зиждется на чувстве того, что в отношениях присутствует какая-то рутина и скука. Ведь она себе не это представляла, когда вы съедетесь. Да, эта причина отчасти правдива. Многие женщины действительно будут так считать.
И здесь вина только на нас. Грубо говоря, мы неверно выбрали женщину для создания семьи. Большинство женщин в наше время довольно инфантильны. Они жить не могут без ярких эмоций и драмы. Именно экстремальной драмы. Они не то чтобы легко относятся к созданию семьи, они даже не понимают, что это. Для них отношения – это вечно конфетно-букетный период, а свадьба – это конечная точка, после которой данный конфетно-букетный период будет преобладать. И когда штампы поставлены, кольца надеты, на следующее утро она просыпается и она понимает, что сказка закончилась. Оказывается, надо помыть посуду, надо убираться в доме. Крышесносов никто не устраивает, с парашютом никто не зовет прыгать. Разве этого она ждала? Да, правильно ориентированные женщины, конечно же, тоже нуждаются в эмоциях. Они тоже живут этим. Но они переживают это как бы внутри себя. Они не нуждаются в экстриме. Для правильной женщины даже возвращение мужа домой вечером уже является ярким эмоциональным событием, радостным событием. А когда муж ее зовет на пикник и они вместе выезжают на природу, это что-то невероятное. Она счастлива от этого. Поэтому здесь от нас, мужчин, единственное, что требуется, это не закармливать женщину вниманием. Создай в нужной пропорции дефицит, и все будет отлично. Наши отношения зашли в тупик. Я вижу, что я для тебя больше ничего не значу. Эти причины основываются на отсутствии развития отношений. Отсутствие перехода на следующий этап. Почему это не является истинной причиной? Давай вспомним начало отношений. Все было хорошо, она вкладывалась, присылала тебе смски «люблю», «скучаю». Но ты не торопился сближаться, ты не торопился создавать семью. Почему ты этого не делал? А зачем? Она и так эмоционально привязана. Зачем скреплять штампами то, что и так понятно? Это ощущение уверенности и спокойствия, которое дает тебе женщина, оно здесь уже. Оно есть в моменте. Тебе не нужно ничего доказывать. Но потом что-то идет не так. Ссора, конфликт, недопонимание. Ты чувствуешь себя виноватым в этой ссоре. Ты приходишь к ней и слышишь эту фразу. Наши отношения зашли в тупик. Мне нужно подумать. Ты не спишь этой ночью. Ты думаешь. И вдруг тебя осеняет. Точно. Нужно сделать предложение. После работы ты бежишь в ближайший ювелирный и берешь кольцо. Устраиваешь ей романтик, достаешь кольцо. Женщина говорит, что да, это мило, и ты правильно поступил. Но уже поздно. Отсюда делаем вывод, что это также ложная причина. Пятая причина – это когда уже есть кто-то другой мужчина. Она может аргументировать это тем, что он лучше, чем ты. И самое интересное, что этот другой, чем он лучше? А тем, что он совершенно противоположен тебе. Его качество – полная противоположность тебе. Ты любишь сидеть у компьютера, ты программист. Он же бизнесмен, он постоянно в разъездах, у него интересная, насыщенная жизнь. Ты слишком добрый и мягкий, он же жесткий и властный. Да? Это можно перечислять сколько угодно. Но самая главная мысль, которую стоит вынести здесь, это то, что тот третий – это ты в начале отношений. С большой долей вероятностью до тебя у нее был мужчина, который был полной противоположностью тебе. И то, что она сейчас идеализирует того другого, в это нет смысла никакого верить. Потому что после него будет еще один, который будет противоположностью ему же. Итак, главная причина – провал баланса значимости. Что это такое? Это насколько, в какой степени один партнер зависим от другого. Он не может быть, вот меня часто спрашивают, а нельзя на равных быть с девушкой? В равной степени. Равно распределять обязанности и так далее. Нет. Всегда кто-то занимает сильную позицию, доминирующую, а кто-то слабую. Женщина уходит, потому что она заняла сильную позицию. В сильной позиции женщина не может испытывать чувство любви к мужчине. И поэтому она уходит. Да, год назад ты наверняка слышал что-то вроде «Мы всегда будем вместе, я всегда буду любить тебя, я хочу всегда быть с тобой». А вчера ты получаешь от нее обвинение и негатив в том, что опоздал на 5 минут, встретив ее с работы.
Пойми, что, находясь в доминирующем положении, у нее нет мотивации сохранять эти отношения с тобой, добиваться твоего расположения и внимания, так как ты сам лишил ее этой возможности, став удобным, став комфортным и став покорным. Ведь что такое покорность? Это следствие проявления любви. А что такое любовь? Это эмоциональное состояние, которое свойственно именно женщинам. Это эмоции. Мужская любовь зиждется на других аспектах. Она базируется на чувстве благодарности. Это ответное чувство. Поэтому очень важно подходить к отношениям рационально. Ты должен быть осознан в этот момент и правильно делать выбор. Если ты выбираешь женщину именно как картинку, эмоционально, на основе страсти, ты всегда рано или поздно попадешь в слабую позицию. А женщина не может этого терпеть. Она хочет быть влюблена сама. Для нее это естественно и первостепенно. Она хочет быть маленькой девочкой в руках сильного, властного, доминирующего самца. Она хочет смотреть на него снизу вверх и ждать его решения, наивно хлопая глазками. Какие основные шаги и постулаты мы с вами должны запомнить? И какой канвы мы должны придерживаться? А именно, первое. Осознанно подходить к созданию семьи, отношений, рационально мыслить. Именно эти качества позволят нам выйти и держаться крепко и уверенно в сильной доминирующей позиции. Именно это нужно женщинам. Всю инфантильность, если она в нас присутствует, мы убираем. Эмоциональные качели свойственны женщинам. Именно ты, мужчина, тот стержень, та основа, которая удерживает женскую нестабильную природу в узде, так скажем. Да? Поэтому это важно. Второе. Я читаю и ваши истории, и на консультациях, что очень часто либо женщина тащит мужчину к психологу, либо сама отдельно идет к психологу прорабатывать, а что не так, разобраться в своих чувствах. Да? Убираем психологов. Дело в том, что современная психология, она не заинтересована в создании крепкого союза, семейного союза. Она базируется на такой мысли, что живи в кайф. Если тебе что-то не нравится, уходи, это не твое. Где-то там есть что-то лучшее. Если тебя что-то не устраивает в этом мужчине, не думай, уходи. Жизнь одна, живем один раз. Это девиз современной психологии. И поэтому подумай в следующий раз, когда захочешь отправить свою женщину к психологу. Это всегда будет печальное последствие. Правильно ориентированная женщина с правильными ценностями входит в отношения, держа в голове не только какие-то эмоции «люблю, не люблю», а также у нее привиты правильные ориентиры. Она понимает, что в отношениях нужно вкладываться, что нужно отдавать. Семья – это определенная жертвенность с ее стороны, да, в чем-то. То есть это какие-то моральные принципы, что нельзя по щелчку пальцев разрушить семью, которая там строилась 10 лет. Поэтому важно понимать, что современный психолог способен лишь окончательно развалить отношения, те, которые уже вот налатом дышат, и ты подумал, что надо бы пойти к психологу, чтобы наладить отношения. А по факту все будет с точностью да наоборот. Ну и третье, это правильно выбрать женщину, которая понимает, что такое семья, понимает, что такое совместный быт, который привиты с детства ее родителями или кем-то. Правильная ролевая модель в отношениях, где есть уважение к мужчине, где есть трудолюбие. Да? То есть все эти качества очень важны, и их важно идентифицировать уже в начале, узнавать ее прошлые отношения и так далее. А не бросаться в омут с головой в отношения, которые основаны на страсти, а потом из этих отношений пытаться все это, весь этот слепок вытянуть и перенести на создание какого-то семейного, крепкого, долгоиграющего союза. Да? Эта затея, к сожалению, будет обречена на провал. Друзья, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Жду ваших историй и комментариев под этим видео. И скоро увидимся.